Привет, мои дорогие! Мы снова с вами делаем прогулки по кладбищу. И я вам показываю всякие интересности. Может, у кого нету возможности побродить просто, да, по-настоящему, побродите со мной. И вот смотрите, только зашла на кладбище, и видим мы это. Видите? Это первая же могилка, которая находится возле входа, возле тропинки. И кто-то ночью сюда зашел. И вы видите здесь 5 желтых восковых церковных свечей. Это колдовство. Колдовали здесь. 5 штучек втыкали прямо. Тут для чего это, да? Это либо избавиться от порчи кто-то хотел, либо это кому-то на смерть сделано. Но это, скорее всего, кто-то вот именно вот из себя что-то снимал. Потому что нечетное количество свечей, 5. Черная магия, девочки. И еще дополню насчет этих 5 свечей. Это самая первая могила от калитки. И дело в том, что к ней подходила, видно, что эта девушка молодая была. 5 свечей, для чего она жгла. Это по-любому она ночью. Первая от могилы ночью. Просто когда ставила свечи, видно такое вот. Вы почувствуете, да, почувствуете вот этот страх зайти дальше, да. Страх, потому что на этой могиле сразу кто-то повтыкал и убежал, да. И дело в том, что вот этот страх действительно считывается. Даже вот если вот подумаете, еще раз посмотрите, например, да, кто хочет потренироваться в экстрасенсорике, вы почувствуете вот этот страх. Почему страх? Потому что это не днем по-любому, это ночью было. И вот ее дальше не пускала совершенно. Вот она поставила и убежала. Но почему я там, когда сказала, что это либо порчу на себя снимала, либо кому-то насмерть. Дело в том, что если кому-то насмерть, да, оно тоже делается ночью и тоже делается со свечами. Но тут либо, возможно, она ошиблась, да, и в страхе этом, когда прибежала, делала, то, во-первых, четное количество надо ставить, а она ставила нечетное. То, что я, в принципе, на 99% уверена, что это она снимала тем самым с себя порчу. Я вам в конце тоже расскажу историю. Это видео я снимала вчера, а вот сегодня со мной тоже такое интересное приключилось, и я добавлю эту историю в конце, да, как оно, все такое вот, фишечки такие сбываются, как они работают. Было вот такое вот кладбище у нас. Воронушки. Я тут тоже работала. И даже через кладбище здесь можно такие вещи делать. Например, снятие бесплодия. Если кто-то привораживал, вот знаете, таких вот девушек реально очень много, женщин, которые вот хочу, не могу, привораживают мужчину, и потом, опа, по привороту родить не может. Там еще что-то бьет, ну, много чего такого происходит. И в результате они потом просят: ой, я делала приворот, что делать? Нельзя, девочки, вот с приворотами диагностика должна быть. Вот диагностировать, да, не можете сами, лучше кого-то попросить. Но просто так лепить приворот, это, как обычно, себе дороже. Ну и сейчас мы с вами тоже что-нибудь интересненькое здесь поищем, найдем и с вами порасследуем. Ну вот вам первая совместная могила для разбора. Здесь похоронены супруги Максим и Пелагея. Вот вы по фото можете определить, от чего они умерли? Просто представьте. Посмотрите в глаза. А я вот этого Максима слева вижу зеленого. Он когда помирал, у него зеленая кожа уже была такая, знаете, желтушно-зеленого оттенка. А она померла от боли такой резкой. Возможно, она от сердца. А вот он очень похоже, что, скорее всего, либо рак, либо цирроз печени, что-то такое. Вот зеленый такой был перед смертью. Ну, это так,
по-быстрому. А вот посмотрите, какая красивая у нас здесь чугунная такая стела. И здесь похоронена статская советница Екатерина Кирилловна Мажная. Но она умерла на 37-м году жизни, там с другой стороны написано. Но обратите внимание на что-то интересное. Это тоже работа на кладбище. Здесь постелили такую салфеточку. А на салфеточке, угадайте, что принесли. Это довольно-таки старая могила. Позапрошлого века. Но обратите внимание, делают подношения. И давайте посмотрим, что там. Я приоткрою. Тут просто водичка. А сейчас еще посмотрим Тут откуп положили или нет. Но оно так не хочется особо дергать. Скорее всего, положили, может, тут вот такие вот дыры есть. И сюда кидаются монетки. Вот что написано с другой стороны. Родилась в 1815 году, а умерла в 1951. 37 лет прожила. Как вы думаете, кто-то почувствует от чего? Девочки, мне сейчас мешают звуки, поэтому я бы с вами тоже поотгадывала, но мне сейчас прям вот про нее не хочется говорить ничего. Но хотя можно, да? Екатерина Кирилловна Мажная. У нее по коже какие-то бляшки, либо это псориаз. Бляшки идут по коже у нее. Но не знаю, от смерти, привело ли это к смерти или нет, но все же. А насчет этого красного котелка из котерочки, да, это не черная магия. Это что-то, как говорится, около этого. Потому что красный котелок, видно, что он куплен именно для этой могилы. Кто-то любит эту могилу, кто-то часто приходит к этой могиле, и кто-то подпитывается от нее. Но почему-то вот именно черной магии прям не чувствовалось возле нее. Это скатерочка, да. Это котелочек этот красный, ну не знаю, я такого в принципе не ставлю, и не знаю, чтоб я такое видела именно в черной магии, нету такого. Это кто-то около черной, и это не некротика, это что-то такое другое, девочки. Вот сейчас думаю, да, навскидку. Там ничего не было, да, то есть это мертвого не кормили, там просто водичка, да, просто водичка была. Возможно, это святая водичка, да, то есть кто-то принес святой воды, как бы, чтобы вот это покойная, скорее всего, она с таким же именем, как кто-то, кто к ней приходит, да, и пытается это не черную магию делать, да, а, возможно, выздороветь от чего-то, либо... Вот я, как, знаете, как эту женщину, так хочется прям сказать, что ее как Надежда зовут, и что она такая, ну, к черной магии отношения не имеет. Вот прям, знаете, прям вот хочется сказать. Вот такие вот дела. Ну и давайте посмотрим еще что-нибудь интересного. Сейчас поищем. Ну вот интересная штучка. Как вы думаете, это могила? Нет, мои дорогие. Здесь находился Святой Престол Кладбищенской Свято-Троицкой Церкви. Перенесен в другое место сего кладбища в 1894 году. Святой Крест пожертвован прихожанами 1933 год. Вот тут стоял какой-то другой крест, и он перенесен в другую часть этого же кладбища. А там, где он стоял, на намоленное место, видите, что-то другое поставили. И вот такое распятие здесь лежит. Оно черное от краски, не от угля. Не жгли его.
Ничего не написано здесь. А вот обратите внимание вот на эту надпись, да? «Мир праху твоему, дорогой муж и отец». И дело в том, что почему-то говорят «мир праху». Есть два таких понимания на кладбище: прах и тлен. То есть тлен — это то, что тлеет, прах — это после кремирования, да, остается. Так вот, много путают прах. Вообще-то это как бы тлен, да, но я не про это сейчас. Мир праху твоему. Вот кажется, в чем значение этого выражения? Мир праху твоему, да, мир праху твоему. А при том, девочки, 21-й старший аркан, на котором ставится точка. И как раз-таки этот 21-й старший аркан называется мир. А еще вам больше скажу. Сейчас 21 год у нас, дорогие. Мир. Точка. Ну, это уже просто лежит крест здесь. И всякий верующий в меня не умрет вовек. Помяни меня, Господи, в царстве Твоем. Вот такая тоже красивая стелла с крестом. Это чисто все чугун, мои дорогие. Это можно без слов просто. Просто прочитайте. Под крестом моя могила, на кресте моя любовь. И, мои дорогие, дополняю про то, как унесли этот крест. Его женщина унесла. Аж прям вот тогда я еще так смолчала, да, когда была на кладбище возле него. Типа, посмотрите, потому что была возмущена. Возмущена тем, что его унесли. А причем, знаете, для чего его унесли? Для того, чтобы делать привороты на алтаре. И причем приворот не на одного мужчину, а на многих, понимаете? И это все было сделано из-за эпитафии этой, понимаете? Привязка такая. Это некропривязка, а не приворот. Но за деньги почему бы и нет? Любой, в принципе, черный колдун это может сделать. Некропривязку с тем, чтобы вам казалось, что этот мужчина, которого вы хотите, вас любит. Но на самом деле это будет с мертвым. И совсем не то, что хотелось. Понимаете? И это используется, этот крест, очень легко поставить у себя на алтаре и использовать его для черных приворотов. Но это колдовство, это не ведьмовство, это колдовство чистой воды. Очень легко, конечно же, через мертвого делать вот такую вот привязку мужчины, да. И дело в том, что результат будет сразу же. Но какой результат? Это как налет, понимаете? Сверху медок, а внутри целая бочка дегтя. Вот и все. Вот смотрите, красивое фото молодого человека. Как вы думаете, от чего он умер? Его зовут Константин. И тут на могиле, кстати, и написано, от чего он умер. Скончался трагически 22 июня 1941 года, на 24-м году жизни, в первый день войны. Убили.